Всем привет, с вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы будем создавать интерьерное сердце. Эта работа сделана специально для комнаты в стиле шеби шик, как дополнительный декоративный элемент. Размеры сердечка можно сделать любыми. Применить работу можно в качестве свадебного декора. Например, украсить зал. Такое украшение будет смотреться очень нежно и ажурно. Если идея пришлась вам по душе, тогда приступаем к работе. Для создания интерьерного сердца нам понадобятся следующие материалы: шпагат, термопистолет, клей ПВА, клей дракон или титан, а также маленький тюбик с узким горлышком, можно использовать обычный шприц, краски акриловые, лак акриловый, скотч бумажный, кисти для красок и лака, ножницы, картонная основа, плотный тонкий картон, обычная газетная бумага, пленка, для декора кусочки кружева и всевозможные бусины, тон работы. Для оклеивания основы обычная бумага или бумажные полотенца. А также для того, чтобы убирать пленочки, я использую прибор для выжигания. Но если у вас его нету, пленочки можно удалять маникюрными ножницами, либо разогретыми на огне шилом или гвоздем, карандаш и гофрокартон для основы. Приступаем к работе. На картоне рисую сердечко, можно по шаблону. Обычную газетную бумагу рву на части и сминаю. На этом этапе можно зафиксировать работу простыми нитками, чтобы она не распадалась. Переворачиваем и с этой стороны делаем то же самое. Сердечко сформировали, теперь оклеиваем его скотчем. Основа готова. Все узоры я выкладываю по ходу работы. Но если вам пока это сделать трудно, тогда нарисуйте предварительно узоры на основе, перед тем, как обматывать основу пленкой. Тогда работать уже по намеченной схеме вам будет легче. При работе с клеем титан или дракон обязательно проветривайте помещение, потому что пары этого клея токсичны. Клей обязательно переливаем в маленький тюбик с узким носиком, чтобы при работе клей вытекал тоненькой полосочкой. Тогда легче будет приклеивать сам шпагат. Края шпагата можно заострить, обмазав их клеем ПВА. Сразу приготовьте себе маленькую тряпочку, чтобы руки протирать. Если руки будут у вас в клею, они будут приставать к шпагатным нитям, и работать будет сложно. Примеряем приблизительно, срезаем, заостряем и приклеиваем. Еще посоветую использовать тонкую спицу металлическую или деревянную острую шпажку, чтобы поправлять шпагатные нити. Тут рисунок у меня не совсем совпадает, это потому что я не люблю работать по самому рисунку. Таким же способом полностью заполняем все сердечко.
Итак, наше сердечко уже готово. Осталось дождаться полного высыхания клея, а затем покрыть его лаком. Многие девочки, работающие с шпагатом, покрывают работы именно клеем ПВА. Но я покрываю акриловым лаком. Он тоже достаточно укрепляет изделие, делает его прочным. Тем более клей ПВА со временем дает желтизну. А эту работу я планирую покрыть белой краской. Так что мы будем покрывать именно акриловым лаком. В своих работах я применяю обычный строительный лак. Это шелковисто-матовый. Лак высох. Теперь приступаем к снятию сердечка с основы. Для этого будем использовать маленькие маникюрные ножницы. Нам необходимо разделить сердечко на две части, чтобы достать внутреннюю основу. Ищем места стыков и аккуратно разрезаем по линии склейки. Можно разделить сердечко не полностью, а частично, так, чтобы была возможность вытянуть основу. Склеивать детали мы будем после устранения пленочек и окрашивания внутренней части сердечка в белый цвет, так как после склеивания окрашивать внутри будет довольно сложно. Для устранения пленочек я буду использовать прибор для выжигания по дереву. У меня это еще советский старый прибор. Можно использовать разогретое на огне шило или гвоздь. Зажать гвоздик с плоскогубцем прямо на конфорке газовой, нагреть его и потом вот эти все пленочки убрать. Также можно убрать пленочки при помощи ножниц. Основу будем делать относительно самой фигурки. Основа будет овальной, примерно вот такого размера, чуть больше сердечка. Теперь приступаю к оклеиванию основы. Клеим бумагу внахлёст, оклеиваем таким образом всю поверхность. Приступаем к окрашиванию сердечка. Красить будем белой акриловой краской. Окрашиваем серединку, если где-то запачкали пальцами, когда приклеивали, надо это все подправить немножко. По краю основы приклеиваем кружево. Вместо кружева можно эту часть оклеить шпагатом, а потом покрасить белой краской. Я приклеиваю клеем дракон. Можно клеить термопистолетом или другим бесцветным клеем. Не советую
приклеивать кружево на ПВА, так как работа у нас светлая, а клей ПВА может дать желтизну. Сердечко уже подсохло, но еще не полностью прокрашено белой краской. В местах надрезов между элементами мы склеиваем. После высыхания образовавшиеся пленочки можно убрать аккуратно ножничками. Уже не обязательно это оплавлять. После высыхания клея сердечко дополнительно будем окрашивать. Вот эти все непрокрасы на шпагате надо будет хорошенько закрасить. Основу я хочу немножко перламутром, чтобы она имела такой блеск, мерцание, не сильно закрашивать, а слегка, ну, вот так. В работе я буду использовать розочки из скотча. Как сделать такие розы, я оставлю ссылочку внизу в описании под видео. Окрашиваем розы нежно-розовой краской. Стараемся прокрасить все углубления. Окрашиваем листики. После того, как розы и листья высохнут, белой краской высветляем все выступающие части розочек. Также поступим и с листочками. Розочки и листья отправляем сушиться и приступаем к окрашиванию сердечка. По выступающим частям покрываем розы и листья перламутровой краской. Так же, как и розочки с листьями, будем покрывать перламутром наше сердечко. После высыхания перламутра будем приклеивать сердечко на подставочку. Собираем всю конструкцию. Приклеиваем сердечко. Но не в ровном положении, а немного наклонив назад. Далее приклеиваем декоративные розы и бусины.
Последний завершающий этап – это покрытие работы акриловым лаком. Можно покрывать как и глянцевым, так и матовым. У меня шелковисто-матовый строительный лак. Покрываем лаком и ждем высыхания. Работа готова. Очень красиво, когда сердечко сзади подсвечивается каким-то светом. Очень красиво будет на основе такого сердца сделать ночник. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится. Желаю вам творческого вдохновения и всего самого волшебно-прекрасного. Подписывайтесь на канал, постараюсь и дальше радовать вас новыми интересными работами. До новых встреч!